Всем привет, друзья! Вы на канале Шокояма, меня зовут Юра. И сегодня мы с вами наконец-то будем готовить. Я знаю, что так же, как и я, вы все очень-очень давно ждали какого-нибудь вкусного, простого, быстрого и красивого десерта. Вот, насчет красивого пока не обещаю, но вкусно, быстро вам будет точно. Итак, мы сегодня с вами сделаем, внимание, брауни. Да, это очень простой десерт, мы его еще почему-то не готовили, обходили как-то стороной, хотя на самом деле он мне буквально недавно пришло в голову, а почему бы не сделать, собственно говоря, брауни. И вот, собственно, мы к нему и пришли. Это максимально простой десерт, который к нам пришел из Соединенных Штатов, где люди вообще не хотят заморачиваться, что-то делать, и тем более следить за тортом, кексом в духовке, да, там максимально маленький срок выпечки у этого десерта, и он состоит всего-навсего из 5 ингредиентов. 5 обязательных ингредиентов, еще об одном я вам расскажу, которые опциональные, в общем, хотите добавлять, хотите нет. Итак, первым делом у нас, естественно, идет шоколад. Шоколада вы у меня на столе не видите, потому что он у меня топится. Вот, собственно, у меня здесь шоколад. Как вы видите, он у меня уже весь растопился и готов к работе. Здесь у меня, раз он готов, давайте снимем. Здесь у меня 300 граммов горького шоколада. Вы можете взять любой другой шоколад, который вы любите. Хотите молочный, хотите белый, хотите их смешивать. Вообще абсолютно не принципиально, настолько неприхотлив этот десерт. Вот, также нам необходимо будет к этому шоколаду добавить сливочное масло растопленное. Здесь у меня 200 граммов сливочного масла. И да, не стоит удивляться такому большому содержанию жиров в этом десерте. Как мы все знаем, америкосы — это нация, которая любит поесть жирненькой пищи, да, и поэтому само собой разумеется, что в этом блюде мы также встречаем море жира из шоколада, но нам и этого мало. Мы сюда еще целую пачку сливочного масла растапливаем. Также нам потребуются яйца, 4 яйца, сахара здесь 50 граммов, можете добавлять еще на самом деле, да, это не супер сладко будет. Но если будете делать белый или молочный шоколад, я бы рекомендовал сахар все-таки чуть-чуть уменьшить. Вот, но для горького можно и добавить, но я не люблю, я люблю, когда вот сбалансирована сладость, и по мне 50 граммов сахара на 300 граммов горького шоколада это более чем. И мука. Муки у меня здесь 140 граммов. И тот самый опциональный ингредиент — это миндальная мука, либо любая другая ореховая мука, которую вы хотите. Вы можете ее взять, граммов 100 сюда добавить, и муки обычные тогда тоже сделать 100 граммов, чуть-чуть убрать лишней муки. Вот, но мы будем делать без этого опционального ингредиента, потому что в классической рецептуре никакой миндальной муки в брауни, естественно, нет. Вот, что же мы делаем? Ну, давайте первым делом маленький сразу вам лайфхак, который я, не стал делать, потому что должен вам все показать. Сливочное масло и шоколад лучше всего топить сразу же вместе. Вот, сразу же сюда их всех вместе взять и на водяной бане растопить. И все это просто смешаем. Так это вам поможет сэкономить время потом на мытье посуды, да, потому что минус одна грязная плошка. Мы ее убираем. Итак, следующие нам в бой пойдут яйца. Я вам говорю, это рецепт максимально простой, максимально ленивый. Для него нужно из инвентаря вот эти вот 2 штуки, несколько мисочек и емкость, в которой потом мы будем этот брауни запекать. Итак, мы берем яйца и все их сюда разбиваем целиком. Я, конечно, мог бы вам сказать, что надо отделить белки от желтков, потом соединить их обратно, перемешать. Иногда мы так делаем для всяких наших молодых кондитеров, которых нужно научить немного работе на кухне. Они отделяют сначала белки от желтков, все отделили, потом мы все это соединяем вместе, пробиваем блендером и начинаем работать. Вот, и это очень забавно и весело смотреть на лица этих бедных бедолаг, доходяг. Итак, дальше. Дальше мы берем, добавляем в наши яйца сахар. Добавили и перемешали. Хорошенечко все смешали. Так.
Теперь мы берем и добавляем наши яйца сюда. И это также хорошенечко перемешиваем. Как мы видим, наша масса уже густеет. Шоколад застывает. И теперь самый важный ингредиент — это мука, которую мы добавляем также сюда, в наше тесто для брауни. И теперь аккуратненько перемешиваем. Ну, просто чтобы муку по всей кухне не разбрызгать. Все, перемешали. И на этом практически все. Осталось только всю эту историю нам запечь. Я подготовил тут форму. Она готовится очень просто. Мнется пергамент, выкладывается и готово. Все, больше ничего не надо. И теперь мы помещаем все наше брауни, всю нашу массу на наш прекрасный, восхитительный брауни. Вот в эту форму. Так, все. Чуть-чуть постучим. Поправим вот здесь вот формочку, чтобы все у нас было хорошо. Все. Итак, это базовое тесто для брауни, которое вы можете дополнять всякими сухофруктами, орешками, сверху посыпать, внутрь замешивать. Вообще не важно, делайте, что хотите. Очень классно сюда добавить арахисовой пасты. Еще там дополнительно ко всей рецептуре, еще там граммов 50 арахисовой пасты. Вообще будет замечательно. И сверху еще арахисом посыпать и крупной солью. И все это поставить в печь. Печку мы заранее разогреваем. Она у нас разогревается на 170 градусов. Если у вас есть конвекция, ее включите. Если у вас конвекции нет, печку ставьте на 185-190, да, без конвекции. Тогда как бы будет эффект тот же самый. Запекать мы эту всю историю будем, наверное, минут 10, 15, 20. Не знаю, посмотрим. Все зависит от печи. Как определить, что брауни готов, я вам обязательно покажу. Ставим таймер на 15 минут. Через 15 минут придем, проверим, как себя чувствует наш брауни. Ну что, друзья мои хорошие, прошли 20 минут, прошли. И наш брауни готов. Давайте его доставать. Сейчас сразу я вам покажу, как проверить, что брауни готов. Вот, смотрите, видите, у него центр чуть-чуть, дрожит. Прям капельку. Здесь он еле-еле плотненький, а в центре он еще, вон видно, что он еще жиденький. Это то, что надо. Это идеальная консистенция брауни. Сейчас он у нас остынет, полностью успокоится. На это потребуется ему, наверное, час. И через час его можно будет порезать, посмотреть и насладиться. Кстати говоря, брауни всегда едят теплым. Ни в коем случае, никогда холодным этот десерт не употребляют, потому что там такое большое содержание жиров, что он просто превращается в камень. И не очень это вкусно. Вот, поэтому ждем, остываем, смотрим и возвращаемся к вам. Он остыл. И теперь мы можем его перевернуть. Вот так вот мы сделаем. Оп! Так. Ту-ду-ду-ду. О. Вот это да. Вот это брауни. Ну, на самом деле, давайте ему еще дадим все-таки подостыть. Немного я поторопился, но все хорошо. Сейчас он остынет, и мы сможем его разрезать. Видите, какой? Ну все, теперь-то он точно уже остыл. Хотя все равно еще теплый, но он готов к употреблению. Поэтому давайте мы сейчас с вами... О, вот это да. Вот это красотища, я вам хочу сказать, ребятки. Самое, на самом деле, главное в брауни, это чтобы он оставался вот таким, чуть-чуть сыроватым. Он не сырой, то есть, но он же не выливается. Понимаете, то есть как бы процесс коагуляции яиц, он уже произошел. Все, яйца готовы. Но просто они еще не заварились. Поэтому бояться не нужно. Если вам кажется, что брауни чуть-чуть сыроват, так и должно быть. Давайте попробуем.
это именно то, за что его и любят. Говорить вообще невозможно, он все обволакивает. Яркий, шоколадный, совсем не сладкий, но я так и люблю. Мне больше нравится, когда он прям такой чуть-чуть, буквально слегка сладковатый, и этого количества сахара, которое вы видели, более чем достаточно. Обязательно сохраняйте этот рецепт. Это нереально вкусно. Поверьте мне, все ваши гости будут просто в огромном шоке. Вы же видите, как это просто готовить быстренько. Раз-раз нам то смешали, это смешали, пока там все сидят, разговаривают, у вас уже готов прекрасный брауни. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно не забывайте про колокольчики. И до скорых встреч. Пока-пока.